Делаю 2 накида на крючок. И теперь вот воздушную петелечку, самую первую, буду провязывать попкорн из столбиков с 2 накидами. Как я это делаю? Я выполняю первый столбик с 2 накидами. И еще 4 в эту же петлю. То есть всего должно быть 5. Второй. Третий. Четвертый. И 5 в эту же воздушную петлю. Петелечку мы подтягиваем. Выполнили, видите, 5 столбиков. Далее я вытягиваю рабочую петлю, ввожу крючок, смотрите, очень внимательно. Ввожу крючок в вершинку самого первого столбика. Захватываю петлю и протягиваю. И подтягиваю. Мой попкорн готов. Вот арочка и вот сам попкорн. Видите? И далее я буду выполнять арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в эту же петлю, выполняю столбик без накида. Вот такой попкорн. И теперь мы с вами продолжим работу. Будем обвязывать нашу арочку из 5 воздушных петель. Выше 241 дубль 4. Мы продолжаем с вами работу. И вот смотрите, я уже подтянула бисериночки, которые предварительно нанизала на рабочую нить. И что я делаю? Я работу разворачиваю. Ввожу крючок под арку из 5 воздушных петель и выполняю сначала просто столбик без накида. Вот таким образом. Далее я выполняю столбик без накида с бисеринкой и пико. Я подтягиваю бисеринку, ввожу крючок под арку, захватываю рабочую нить за бисеринкой, выполняю столбик без накида. Видите, моя бисериночка на лицевой стороне. Мы с вами находимся на изнаночной стороне. Это легко определить по нашему попкорну. Вот лицевая сторона нашего попкорна. И теперь я выполняю пико. 3 воздушные. Ввожу крючок в вершинку. Захватываю вот так 2 нити, вот таким образом. Выполняю соединительную. Столбик с пико готов. Далее мы выполняем полустолбик с пико и опять же с бисеринкой. Подтягиваю, выполняю накид, за бисериночкой все делаем. Ввожу крючок и провязываю полустолбик. И опять же пико. 1, 2, 3. Через все 3 нити, можно через 2, пико. Опять же бисеринки на лицевой стороне, видите. Далее столбик с одним накидом. С одним накидом мы с вами будем провязывать 2 столбика. Подтягиваю бисеринку, накид за бисеринкой под арку. Повторим, накид под арку, столбик с накидом и пико. 1, 2, 3. Провязали. Еще раз подтянули за и провязали. Выполнили 2 столбика с пико. Напоминаю, столбики с накидом. И еще раз хочу показать, что бисериночки, видите, находятся на лицевой стороне. Мы продолжаем с вами работу. Далее у нас будет полустолбик
подтягиваем бисеринку, накид, под арку, полустолбик и пико. Раз, два, три. Ввожу крючок. Смотрите, в нашем полустолбике вы можете во время выполнения пико захватить 3 нити. Вот таким образом. А можно 2. Все будет зависеть от вашего желания. И пико. И далее у нас с вами столбик без накида с пико. С бисериночкой. Столбик без накида. Раз, два, три. С пико. И еще один столбик я выполню без бисеринки. Столбик без накида и без пико. Мы проверяем себя. У нас всего должно быть раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 пико. И вязано должно быть 6 бисеринок. Хорошо видно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 бисеринок. Выполнили все верно. Находимся, напоминаю, мы с вами на изнаночной стороне. Работу продолжим. И напоминаю, мы с вами находимся на изнаночной стороне. Я переверну сейчас нашу тесьму на лицевую сторону. И смотрите, вот этот первый сегментик, он у нас не повторяется. Далее у нас с вами идут повторения. Я разворачиваю на изнаночную сторону, и мы будем выполнять арочку из 4 воздушных петель. То есть раз, два, три, 4. Это у нас арочка. Далее я выполняю 2 накида под арку из 5. Я выполняю столбики с 2 накидами. Буду выполнять попкорн. Раз, два, три, 4 и 5. Выполнили 5 столбиков. Отодвину немножко бисер, он мне не нужен. И теперь смотрите, напоминаю, мы на изнаночной стороне. То есть как я выполняю попкорн? Я ввожу крючок, вот видите, вот таким образом. Вот так. В самый первый столбик. То есть, видите, захватываю петлю и протягиваю. И мой попкорн получился, но, видите, на изнаночной стороне. Далее арочка из 5. Очень внимательно. Раз, два, три, 4, 5. Ввожу крючок под эту же арку и выполняю столбик без накида. Выполнили. Далее я работу разворачиваю. И теперь под арочку из 5 буду вязать в такой же последовательности столбики разновысокие, но уже буду вязывать бисеринки по лицевой стороне. Давайте посмотрим, как мы с вами будем это делать. Смотрите, первый столбик без накида у нас без ничего, ну то есть без пико и, как мы с вами договаривались, без бисеринки. Далее второй столбик подтягиваем, я захватываю и вот смотрите, вот таким образом перекидываю бисеринку на лицевую сторону. Видите? И провязываю столбик без накида. С пико. Пико, как обычно, я ввожу крючок в вершинку, одну нить захватываю и вторую. Пико готово. Далее у меня идет полустолбик. Накид, опять же с бисериночкой, под арку, полустолбик. И опять же с пико.
Раз, два, три. Ввожу крючок. Здесь мне удобнее за 2 нити зацепиться, ну или прикрепиться, да. И соединительное пико готово. Далее у нас, помните, да, идут 2 столбика с накидом. С пико, бисериночками, накид. Видите, как я делаю накид с бисеринкой. И провязываю столбик с накидом. Пико из 3 воздушных. И еще один точно такой же столбик. Здесь все очень просто. Пока бисериночки не нужны, я их оттяну. И пико. Далее у нас с вами идет полустолбик. Давайте подтянем сразу 2 бисеринки на полустолбик. 1 и пико. И столбик без накида. Ввожу крючок, захватываю. Тут очень важно, смотрите, и перебрасываю саму бисеринку на лицевую сторону. Видите расположение моей нити. Провязала столбик без накида. Пико. И еще один столбик без накида, как и ранее, помните, да? Без пико. Все. Наш сегментик готов. И у нас с вами будут повторяться наши сегменты. Этот. И сейчас я приступлю к выполнению следующего сегмента, который тоже будет повторяться. Что я делаю? Я выполняю 4 воздушные петли или арочку из 4 воздушных. Помните, да, как мы выполняли с вами в этом сегментике. И далее я выполняю 2 накида на крючок и под мою арочку из 4 воздушных. Далее у нас с вами будет все под арочку из 4 воздушных. Выполняю попкорн. Раз, два, три, 4 и 5. Немножко побыстрее вяжу. Мы с вами уже все эти столбики провязывали. Напоминаю, столбики у нас с 2 накидами. Вытягиваем, ввожу крючок в вершинку и подтягиваю. Далее 1, 2, 3, 4, 5. И под эту жарочку столбик без накида. Останавливаюсь. Тут очень важно, смотрите, чтобы попкорны у нас с вами все были по лицевой стороне. Видите, с одной и другой стороны у нас вот такие красивые разновысокие столбики с бисером и пико, а в центре у нас будут попкорны. И теперь я работу разворачиваю. И прежде чем развернуть, смотрите, мы с вами будем выполнять все те же разновысокие столбики, которые выполняли вот по этой стороне. Помним, да, мы их выполняли. Ну, то есть связывали, точнее, наши бисеринки на лицевую сторону, при этом находясь на изнаночной стороне. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Под арку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее я подтягиваю бисеринки и буду выполнять первый столбик. Это столбик без накида. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить за столбиком и провязываю столбик без накида. Прошу прощения, захватываю рабочую нить за бисеринкой, оговорилась. И выполняю пико из 3 воздушных. Далее
бисериночка, накид и выполняю полустолбик с пико. Далее столбик с накидом, с пико. И еще раз обращаю ваше внимание, бисеринки все идут по лицевой стороне, а мы находимся с вами на изнаночной стороне. Далее вы продолжите выполнять самостоятельно. У нас с вами будет идти далее столбик с накидом, полустолбик, столбик без накида с пикой бисеринкой и просто столбик без накида. Все точно так же, как мы выполняли с вами здесь. И я далее продолжу вместе с вами. Напоминаю, мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей тесьмы. Вот наша красота, видите. Бисериночки мы все с вами вязали. Выполнили столбик без накида, без пико. И далее выполняем наш следующий сегментик. Выполняем 1, 2, 3, 4. После столбика без накида у нас с вами всегда будут арочки из 4 воздушных, очень легко запомнить. И мы выполняем под арочку из 4 воздушных попкорн. 1, из столбиков с 2 накидами. 2. Буду побыстрее вязать. 3, 4 и 5. И мы с вами уже это все выполняли. Я повторяюсь, поскольку мы с вами на изнаночной стороне, мы попкорн выполняем вот таким образом. Я ввожу крючок, вот так, захватываю, протягиваю. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. И далее работу разворачиваю. Смотрите, под арочку ввожу крючок, столбик без накида. Далее столбик без накида с пикой и бисеринкой. Я начну выполнение. Захватываю, перетягиваю как бы, да, бисериночку вот на лицевую сторону. Выполняю пико. И я остановлюсь. У нас с вами дальше все повторяется. Мы с вами повторяем наши сегменты, один и другой, на необходимую нам длину. То есть наши сегментики будут чередоваться. Попкорны следите, чтобы они были по лицевой стороне. Вот видите, 1, 2. И следите, чтобы бисериночки мы все с вами ввязывали правильно, тоже на лицевую сторону они смотрели. И повторюсь, так мы с вами выполняем на необходимую нам длину. Мы с вами выполнили нашу нежнейшую тесьму или ленту на необходимую нам длину. И давайте посмотрим, как завершить выполнение нашей ленты. Я в моем случае нахожусь на изнаночной стороне. Вы можете завершить выполнение ленты буквально любым способом. Вы выбираете самостоятельно. Я просто покажу, как делаю это я. После столбика без накида я ввожу крючок под арочку, выполняю столбик без накида и ниточку обрезаю, при этом выполняю воздушную, хорошо подтягиваю. Можно было выполнить завершение уже на этом столбике. Здесь все зависит от вашего желания. Если вы будете пришивать застежечку, ниточку оставляете подлиннее, при этом пришивайте застежечку к вашему изделию, да, если вы решили сделать из этой ленты украшение. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим в другом цвете нашу ленту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшую ленту с бисером. Она достаточно простая, вяжется быстро, смотрится великолепно.
Можно использовать для декора, можно использовать для создания украшения. Я выполнила, с вами мы на уроке вязали в голубом цвете, выполнила еще в нежно-желтом таком золотым бисером. Видите, да? Вы можете использовать буквально любой бисер. Переверну, вот смотрите, все попкорны у нас с вами, как и бисер, идут только по лицевой стороне. Лента получается односторонняя. Обязательно учитывайте это. И покажу, как на ручке будет смотреться, да, если вы решите это использовать в качестве украшения. Вот так, потрясающе. Можно также сделать как отделочку для изделия, да, в качестве ну, украшения рукавчика, низа изделия, горловины, может кармашек украсить, украсить шапочку. Все зависит, опять же, я не перестаю это повторять, от вашего желания и вашей фантазии. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Не бойтесь вязать с бисером. Но хочу сказать, если вы решите связать эту ленту без бисера, она тоже будет смотреться великолепно. До новых встреч, творческих вам успехов. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии.